Итак, челлендж мой продолжается. 300 подписчиков до конца лета. Я прошу меня поддержать лайками, подписками. Куда катится Россия, как говорит Поперечный, да? И там говорят совсем малышки о том, как что сделать. Бабушка, а ты можешь связать мне, например, гетры? Вы можете даже продвигать свою бабушку. Только тогда они действительно захотят вас смотреть. Итак, крик души, дорогие мои школьники. Я прям вам завидую, если честно, немножечко, потому что вы у нас не такие зашоренные, как поколение, скажем так, постсоветского пространства, когда людей учили, да, и вдалбливали им в голову то, что не нужно выделяться, что нужно быть как все равны и так далее. У вас этого в головах нет. Вам очень сильно повезло, поэтому у вас намного меньше страхов, вы не боитесь показывать себя, ну или меньше боитесь, да, как-то выделиться, заявить о себе в конце концов. У вас здесь есть преимущество. У вас есть преимущество в плане времени, у вас есть преимущество в плане всяких загонов в головах, да, и поэтому я очень хочу, чтобы вы меня услышали, да, потому что если бы появился такой человек в мое время, да, в мое школьное время, который бы мне сказал, что Марина, не надо заниматься херней, работая на свое будущее. Сейчас государство о нас мало думает, да, это повышение пенсионного возраста и так далее. Куда катится Россия, как говорит Поперечный, да, что происходит вообще? Скоро и слова сказать нельзя будет, да, свободы слова нет, говорить мы можем только на YouTube, митинги мы собирать не можем. Нас со всех сторон ограничивают. YouTube предлагает нам уникальную возможность. Это заявить о себе, заниматься любимым делом и при этом зарабатывать деньги. Вы должны взять это на заметочку, да, и хотя бы начать учиться монтировать видео, начать разбираться вообще, что такое канал, что бы вы могли, да, какую пользу вы могли бы принести людям, да, чем бы вы могли помочь, да, может быть, либо же, если вы еще ничего не умеете, а скорее всего вы еще пока мало что умеете, хотя я уверена, что вы умеете намного больше, чем множество взрослых сейчас, да, я имею в виду информационные технологии, компьютеры, планшеты, то есть именно вас порой можно спросить о том, какой телефон приобрести, да, какой компьютер приобрести, как сделать то или иное. Вы знаете, я очень часто встречаю каналы, и там говорят совсем малышки о том, как что сделать. Да, там я, например, не знаю, как подтвердить канал на YouTube, да, с телефона. Она все рассказывает так быстренько, так все понятно. Она такая малышечка, ее хочется поддержать уже, знаете, какой-то материнский инстинкт к ней. Мне очень нравится поддерживать вот эту молодежь, которая пытается выбиться, да, которая ищет свои пути. Пусть там, да, они где-то спотыкаются, что-то, но тем не менее они прям умнички. Меня прям восхищение вызывает. Поэтому хотелось бы к вам обратиться. Подумайте, да, чем бы вы могли быть полезны другим людям, что бы вы могли рассказать. Или даже какой вопрос вам задает мама, да, что она не может сделать, да, вот какой вопрос она задает. Давайте ответ в видео. Сколько таких мам, которые задают этот вопрос? Ваша мама его получает от вас, а другие мамы, они, может быть, тоже хотят, да, получить ответ, но они не знают где. А тут они раз вбили, и ваш ролик выскочил. То есть вот таким образом вы уже можете полезным быть. Потом следующий способ – это понаблюдайте за своими родственниками. Возможно, ваша бабушка так классно вяжет, она знает столько всяких разных способов, она знает, как связать все, что угодно. Предложите ей: бабушка, а ты можешь связать мне, например, не знаю, что сейчас там модно у вас, раньше там гетры, да, можешь связать гетры, или можешь связать вот такую хипстерскую шапку, да, там, я не знаю, ну что сейчас модно, да, и вот пусть бабушка свяжет. Это будет таким трендом, да, вы можете даже продвигать свою бабушку. Например, папа у вас охрененный рыбак,
он знает какие-то места, он классно вяжет удочки, у него целая гора каких-нибудь снастей интересных. Точно так же можно все эти фишечки рыбака выкладывать, да, и продвигать своего папу, допустим, да. Пока вы не знаете еще самому, чем заняться, да, вы можете продвигать папу. Или, допустим, ваша мама очень классно готовит. Точно так же каждый ее рецептик выписываем, снимаем пошагово и выкладываем. Уже этот кулинарный канал, вот я думаю, что года 2-3, и он вам будет приносить хороший пассивный доход. Просто кулинарный канал. Да? Просто вся суть в том, что мы по молодости хотим очень быстрого результата. Мы хотим, чтобы у нас раз и все получилось, да? Или раз мы месяц поработали и у нас уже результат, да? И такого не происходит в интернете, да? Ну, практически нигде быстро это не происходит, если вы не вкладываете, да, в это средство. Поэтому, если вы хотите быстро, такого не бывает. Быстро вы можете пойти на работу, да, расклеить объявление и быстро получить эти деньги. Но эта трата времени, она не принесет вам доход в долгосрочной перспективе, да. А я все-таки хочу посоветовать вам работать больше на свое будущее, да. То есть это может быть как постройка какой-то фирмы, так и взращивание, да, канала на YouTube. Это будет занимать время, это действительно будет отнимать много времени, это действительно будет долго, возможно, быстро. У кого, возможно, вам повезет и у вас это будет быстрее. Но на начальных этапах все-таки, скорее всего, это работа на долгосрок. Что от вас требуется? Записывать видосики, да, полезные видосики, действительно, которые нужны людям, то, что они хотят услышать. Да? Либо это может быть ответ на тот вопрос, о котором все спрашивают. Ответов много, но ваш ответ будет, допустим, с какой-то другой точки зрения. Понимаете, о чем я говорю? Попробуйте, да, ответить на те же самые вопросы, на которые отвечают все, но под другой призмой, под призмой своего мнения. Это тоже можно, и вы это сможете, я уверена, каждый это может на самом деле. Просто нам всегда мешают какие-то страхи, неуверенность в себе. Но с чего-то начинать нужно, и лучше вы начнете раньше, да, будете наступать на грабли на какие-то, запоминать эти ошибки, исправлять их в будущем, и уже к 30 годам у вас будет свой канал, который будет приносить доход. Я всегда говорю о том, что чем бы вы могли бы быть полезны людям, только тогда они действительно захотят вас смотреть, захотят вас слушать. Также я знаю, что школьникам намного проще начать развивать геймерский канал, поскольку подростки действительно играют, любят играть и иногда знают, опять же, лучше других, как пройти ту или иную локацию, или где найти те или иные предметы для какого-то продвижения в игре, да. Именно школьники, именно подростки уделяют намного больше времени играм и очень много в них шарят, именно шарят. Посмотрите геймерские каналы, как они устроены. Может быть, стоит вам начать с этого. Но у меня на канале ролик, как развивать геймерский канал. Основные принципы какие-то можете для себя подчерпнуть. Все, спасибо за просмотр, всего доброго.